Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео покажу, как я сделала сама себе маникюр, наращивание при помощи гелевых типс и гель-слайма. Также покажу, как я делаю такие вот стемпинг-слайдеры гелевые. Ну и будет два незамысловатых стемпинг-дизайна, причем один из них такой довольно провокационный. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Изначально при помощи апельсиновой палочки я немного приподнимаю кутикулу для того, чтобы в этой области фреза беспрепятственно работала и, собственно, выполняла свою задачу, а точнее очищала вот этот подкутикульный карман от птеригий. Этой же фрезой я удаляю роговевший слой кожи вдоль боковых пазух. В последнее время мне очень нравится работать фрезами именно с синей насечкой. Как по мне, они быстрее справляются со своей задачей, и это заметно сокращает время маникюра. При этом скорость вращения фрезы выставляю невысокой, и фреза отлично справляется со своей задачей буквально в 2-3 проходки. Для следующего этапа среза кутикулы я заменила фрезу на фрезу шар. Диаметр фрезы 4 миллиметра, и изначально для меня это было чересчур и не совсем удобно. Но, тем не менее, я приноровилась, и сейчас уже фрезу шар с меньшим диаметром мне использовать не совсем хочется. Эта фреза справляется на 100% со своей задачей. Обе фрезы я заказывала на Валбере, ссылки будут в описании. Ну и вот такой вот маникюр у меня в итоге получился. Теперь можно подготавливать типсы к наращиванию. Подобрав по своему размеру типсы, изначально я прохожусь обезжиривателем с внутренней стороны, ну, также можно и с внешней стороны типс. А следующим этапом я прохожусь такой вот полусухой кистью праймером. Беру свой любимый слайм-гель от AS Art Studio и заполняю, то есть контактную зону тип с этим слайм-гелем. При этом с баночки я не так много геля на самом деле набираю, да, и затем уже пальчиком немного распределяю его с внутренней стороны типса. Распределение геля много времени не занимает, зато очень сильно сокращает время при установке этих самых типс. Все 10 типс готовы, теперь можно, а вернее даже нужно подготовить ногтевую пластину к наращиванию. Для этого пилочкой 180 грит я немного царапаю ногтевую пластину, особо уделяя внимание боковым пазухам и зоне вдоль линии кутикулы. И ацетоносодержащей жидкостью удаляю пыль. Следующим этапом на ногтевую пластину наношу базу. Тут подойдет любая пластичная база. У меня это Latex Base, также от AS Art Studio. Наношу тонким слоем, без выравнивания, полимеризую в лампе, и вот теперь уже можно устанавливать типсы, которые были заранее заготовлены. Установка типс не занимает много времени, к тому же я устанавливаю типсы сразу на 5 ноготков, поправляю так, как нужно, центрую так, как нужно, в общем, все проверяю, никуда ничего не затекает, и когда мне уже нравится полностью результат, полимеризую в лампе. При помощи циркуля отмеряю приблизительную длину тех нарощенных ногтей, которые у меня будут, и затем уже книпсером удаляю ненужное. Это, конечно, можно сделать и на глаз, но у меня вот глазомер совсем не работает, поэтому таким образом я себе вот подсказки врисовываю. Переход от типса к натуральному ноготку практически не заметен, но все-таки небольшая ступенька там образуется. Поэтому при помощи тонкой фрезы я эту самую ступеньку спиливаю. Ну и куда же без пилочки абразивностью 180 грит. Ею я уже так вот подправляю форму, длину и прохожусь также в области там, где подпиливала ступеньку.
Безворсовая салфетка, обезжириватель помогают мне подготовить нарощенные ноготки к дальнейшему покрытию и заодно удалить пыль. Дальше буду использовать жесткую базу. Это Strong Base от AS Art Studio. Я все-таки заметила то, что при использовании этой базы уголки, скажем так, не так быстро стираются. Также этой базой я прохожусь и с внутренней стороны Tips. После этого внутреннюю сторону перекрываю просто топом без липкого слоя. В итоге вот такие нарощенные ноготки у меня получились. В последнее время мне очень нравятся именно прозрачные ногти с каким-нибудь простым дизайном. Ну и для меня этот способ наращивания пока что вот именно для себя самый легкий и быстрый. Теперь можно приступать к дизайну. Первый дизайн будет очень нежный. Он многим понравился, тем не менее он на YouTube в шортсах набрал меньше всего просмотров. Ноготки я перекрыла одним слоем молочного гель-лака и затем при помощи серебристого лака для стемпинга отпечатываю сеточку. Следующим этапом будет просто поставить точечки на пересечениях при помощи дотса. Согласна, дизайн простой, но, как я уже говорила в одном из своих видео, моя левая рука абсолютно ленится что-то делать для правой руки. Тем не менее, несмотря на простоту, считаю, что дизайн довольно эффектный. Осталось только перекрыть его топом, что я, собственно, и делаю. В данном случае использую латекс топ, также от AS Art Studio. Ну а вот следующий дизайн вызвал бурю негатива, но при этом больше всего просмотров. Но, как говорится, эта песня не о том, поэтому делаем гелевый стемпинг-слайдер. На пластину для стемпинга я нанесла немного пигментированного однофазного гель-лака. Скрапером убрала лишнее и после полимеризации ацетоносодержащей жидкостью, ну, скажем так, стерла лишний гель-лак. Теперь витражным гель-лаком, таким вот полупрозрачным черным, прям на пластине я закрашиваю рисунок. Ну, знаете, таким вот стараюсь тонким слоем. Чем тоньше слой, тем тоньше будет сам слайдер. После полимеризации при помощи пинцета снимаю с пластины уже готовый стемпинг слайдер. Кто-то скажет, что проще было бы отпечатать, спорить не буду. Возможно, проще отпечатать и на ногтях вот уже потом раскрашивать вот этот вот, ну, вот эту подвязку. Но эти слайдеры можно делать заранее. Хранятся они очень долго, так как они гелевые, и там уже использовать их по мере необходимости. Тут я с пластины отпечатываю сеточку так, чтобы она слегка так прикрыла свободный край. Так я делаю на всех ногтях, и мне очень нравится вот этот вот прозрачный эффект у ногтей с обратной стороны и с лицевой стороны. Очень красиво эта сеточка смотрится, ну, на мой взгляд. Устанавливать гелевый слайдер можно на дисперсию от базы, либо можно каким-то таким вот втирающим слоем нанести тонкий слой базы и установить этот самый слайдер. Если слайдер большой, его можно подрезать именно так, как вам нужно. Конечно же, чтобы слайдер хорошо держался, я подрезаю его, скажем так, отступив от края, так, чтобы его можно было хорошо запечатать. Но это, собственно, касается не только гелевых слайдеров, а всех слайдеров, в принципе. На мой взгляд, получились симпатичные такие чулочки, ну и осталось добавить только немного провокации. С пластины для стемпинга я отпечатываю, такой, добавляю, скажем так, к чулкам подвязку, и также мне захотелось отпечатать еще и зайку. Единственная, зайка на пластине, он немного великоват для моих ногтей, поэтому я буду использовать специальный штамп для уменьшения стемпинг рисунка.
чтобы зайка полностью ушастый поместился на моих ноготках. Более подробный видеообзор на этот штамп есть на моем канале. Кстати, он не только уменьшает, также может и увеличить стемпинг рисунок. В общем, если вам интересно, посмотрите это видео. Мне только остается перекрыть дизайн топа. Ну, через несколько минут мы с вами уже посмотрим, как проявит себя или не проявит этот топ, а также посмотрим, как продержится наращивание и сами гелевые слайдеры. Но у меня в итоге получились вот такие ноготки. Мне интересно было бы знать, какой из дизайнов вам больше понравился. Могу сказать одно, пока что курьеру, который приезжал ко мне, очень понравился дизайн с зайцем. Причем я уточнила у него, он мне просто такой сказал: прикольный. Я спросила: а какой именно прикольно? И вытянула 2 руки. Он сказал: вот этот вот, который с зайцем. Ну что ж, прошло ни много ни мало, чуть больше 3 недель. Особо недоверчивые могут отследить процесс отрастания по моим шортс-видео. Ну а тут вы сами видите то, что наращивание прилично отросло. Но хочу заметить, что оба дизайна мне абсолютно никак меня не раздражали, так как они один дизайн на прозрачной основе, другой на полупрозрачной. И вот этот вот ну, вот эта вот часть отросшая, она, собственно, не особо сильно видна, поэтому, собственно, никакого дискомфорта не вызывала. На всех 5 ноготках слайдеры замечательно держатся, ни с каких сторон они не цеплялись, ничего не задевали, никак не отслаивались. В общем, гелевые слайдеры отлично продержались. Глянцевый топ остался глянцевым, несмотря на то, что мои ноготки многократно подвергались воздействию агрессивной жидкости с содержанием ацетона. Ну, то есть тут к топу абсолютно никаких вопросов нет. Единственное, все-таки на светлых оттенках, на светлой подложке топ со временем все-таки пожелтел. Ну вот на прозрачной, на левой руке с топом все отлично. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!